Всем привет, с вами Берсик, и это рубрика «Годно али стрёмно», в которой я проверяю кукольные товары с сайта AliExpress. Годно али стрёмно? Ребята, уже в эту субботу в 14:00 в центральном детском магазине на Лубянке в Москве состоится встреча со мной. Это для меня очень важное событие, я хочу многим с вами поделиться, и я буду очень рада, если вы придете и меня поддержите. Мы готовим для вас много всего интересного и годного, поэтому я приглашаю всех, кто будет в Москве 18 ноября, провести этот день со мной, так что уже сейчас можете сделать пометочку в своих ежедневничках, что в субботу вы встречаетесь с Берсиком. Вход на это мероприятие бесплатный, но регистрация по ссылочке в описании даст вам возможность получить красивую открытку с моей подписью. А еще самые активные участники встречи получат крутые подарки. В общем, приходите обязательно, я вас очень жду, и до встречи в субботу. Годно али стрёмно? Подписчик под ником Момо Иру попросил проверить конверсы для кукол за 350 рублей. Опять-таки, это довольно-таки дорогие конверсы, наподобие тех, которые я проверяла в одном из предыдущих выпусков. И по ходу дела это тот же самый производитель, потому что конверсы между собой очень похожи. Те были высокие, эти коротенькие, ну а в остальном и те, и другие сделаны из резины, у них настоящие шнурки. С задней стороны повторяется надпись Toys и похожая подошва. Только в этот раз подошва чуть-чуть короче, может быть на 1 мм, но все-таки. И в целом мне кажется, что короткие конверсы выглядят еще более реалистично и еще более здорово. Они миниатюрные, у них более аккуратно смотрится носик и вся передняя часть, и они реально похожи на настоящие конверсы. На сайте эти кеды представлены в 4 цветах: белые, черные, желтые и сиреневые. И я выбрала белые, потому что мне они больше всего понравились, да и в жизни мне нравится, как белые конверсы смотрятся на людях. Эти кеды подходят по размеру куклам, мальчикам Monster High и Ever After High, они подходят к Кену. Также они хорошо смотрятся на кукле Integrity Toys, то есть они оказались довольно-таки универсальными, и они реально смотрятся более миниатюрно и более аккуратно на ножки куклы, чем предыдущие кеды. В общем, я осталась очень довольна покупкой. Мне кажется, что в таких реалистичных кедах на полку можно поставить коллекционную куклу, в том числе Integrity Toys, потому что они просто являются мини-копией настоящих конверсов и оправдывают свою довольно-таки высокую цену 350 рублей. Так что присмотритесь, я думаю, что ваши куклы останутся довольны. Игровые джойстики за 132 рубля мне никто не присылал, я нашла их сама. И на самом деле на AliExpress есть так называемые потайные уголки, товары, которые нужно еще постараться найти. Поэтому, ребят, давайте вместе изучать AliExpress, искать там именно вот такие норки с интересными товарами. В общем, если найдете что-то необычное на AliExpress, то обязательно присылайте мне в комментарии на проверку. Ну а сейчас давайте посмотрим на эти милейшие джойстики. На самом деле я просто таю и от их цвета, и от того вообще, как они сделаны. Они такие мимимишные. Джойстики выполнены из пластика в пастельных тонах. Их 5 штучек, 2 персиковых, 1 сиреневый и 2 голубых. На всех джойстиках есть так называемые кнопочки, на самом деле это углубления, и они окрашены в контрастный цвет. И окрашены очень аккуратно. В центре каждого джойстика красное сердечко и справа разноцветные кнопки. С внешней стороны и по бокам пластик глянцевый, а с обратной стороны матовый. Длина джойстика 2 см 30 мм, и по своему размеру он идеально подходит к куклам формата 1 к 6, то есть куклам Барби, Monster High, Ever After High, куклам Блайс и другим. Я считаю, что эти джойстики очень-очень годные. Я надеюсь, что вы рады, что я для вас их нашла, и я буду ждать, что вы тоже для нас всех что-нибудь интересное найдете. Подписчица под ником Атрина Лав попросила проверить подставку для кукольной обуви, как она сама это назвала, за 146 рублей. Кажется, мы имеем дело с ньюфагом, потому что большинство моих подписчиков знают, что никакая это не подставка для кукольной обуви. Это всего лишь копия вот такой мебели, которая шла в комплекте с куклой Ever After High Apple White в коллекции Getting Fairest. У Apple на полочках этой мебели хранились тиары. Как вы видите, в комплекте с этой поддельной мебелью тиары не идут. Первое отличие, которое сразу же бросается в глаза, это качество пластика, и у поддельной игрушки оно, конечно же, хуже. Пластик местами полупрозрачный и смотрится блекло по сравнению с оригиналом. Полки у боковинки у подделки представляют собой единое целое, в то время как у оригинала полки вынимаются, они толще и покрыты красивыми рельефами. Рельефные боковинки с первого взгляда кажутся похожими, но на самом деле они все немножечко отличаются, в том числе форма яблок. Верхние украшения у мебели отличаются не только по цвету, но и своей конструкцией. У подделки оно снимается таким образом, то есть часть конструкции представляет собой единое целое с мебелью, а у оригинала все украшение вверху прикрепляется как отдельная часть. И яблочки здесь окрашены в контрастный красный цвет. На самом деле, по-моему, очевидно, что поддельная мебель по сравнению с оригиналом стрёмная. Но если мы забудем о существовании оригинала, я могу сказать, что за 146 рублей вот такая подставочка под обувь или под украшение довольно-таки неплохая. Так что ваше дело, покупать или нет, нужно вам это или нет, потому что все-таки, чтобы приобрести оригинал, нужно приобрести куклу, да и она уже из древнего выпуска, который не так-то просто найти.
Подписчица Лиза Каспер попросила проверить рюкзак за 139 рублей. Помимо этого рюкзачка на сайте также есть еще 2 расцветки, в том числе цвет хаки. На самом деле рюкзачок совсем простой, но за такую цену он сшит довольно-таки правдоподобно. Мне нравится, что он сшит аккуратно, нигде не торчат нитки. С передней стороны даже есть карман с черной сеточкой. Рюкзак даже на 2 липучках, чтобы воришка не пробрался в рюкзачок и ничего не украл. Вообще похож на походный рюкзак своим размером, и мне кажется, что больше он подойдет куклам-мальчикам. Материал рюкзачка мягкий, у него нет какого-то каркаса, то есть он не очень хорошо держит форму, изначально немножко мятый, но мне кажется, что если его заполнить, то будет смотреться намного лучше. Лямочки желтые, и внизу к ним пришиты черные резинки. Лучше всего этот рюкзачок смотрится на Кенни и мальчики от Integrity Toys. Для мальчика Monster High он великоват, но в принципе тоже можно использовать. На кукле Барби рюкзак кажется очень большим, и честно говоря, он больше похож на мужской, но я думаю, что если Барби соберется в поход, он ей понадобится, она его одолжит у Кена и вполне сможет использовать, потому что в целом он на ней нормально сидит и не спадает. За свою цену, мне кажется, очень неплохой годный рюкзачок, и я хочу выразить свою радость, что в моих видео наконец-то появился Кен. Теперь будут товары и для него. Пишите в комментариях, насколько вам интересны товары именно для Кенов. На AliExpress много одежды и прочего, и присылайте ссылки, если вас что-то особенно заинтересует. Так что этого голубоглазого блондина вы еще не раз увидите. Кэтрин, восклицательный знак, попросила проверить 12 пар обуви для кукол Барби за 150 рублей. И вот реально Кэтрин просто нашла клад на Алиэкспрессе, потому что здесь 12 пар обуви за 150 рублей. В то время как раньше я заказывала одну пару для Monster High и для Барби, и начиналась цена от 100 рублей, то есть за одну пару. А здесь 12, то есть каждая стоит меньше 15 рублей. Вот эти туфельки Золушки мы с вами уже видели в одном из прошлых выпусков. Также меня сразу привлекли вот эти туфельки. Это уменьшенная версия обуви, подделки под обувь Cupid, которую мы рассматривали в одном из прошлых выпусков, но те были нормального размера, а эти малюсенькие для Барби. Куколкам Барби эти туфельки подходят и на ножках смотрятся очень аккуратно. Также мне очень понравились вот эти белые кроссовки, но, к сожалению, на одном из них большое количество лишнего материала, который нужно будет обрезать. Кроссовочки подошли как к куклам Барби с плоской стопой, так и со стопой под каблук. Красные туфельки с рюшами на высоком каблуке подошли кукле со стопой под каблук и Барби Made to Move. Следующие — это розовые босоножки с бантиками. К сожалению, на одном из них также есть лишний материал, который нужно будет обрезать, а так они безумно милые. А это босоножки цвета Тиффани, и мне очень нравится, как они выглядят, ребят. Вообще от этой миниатюрной обуви я сейчас испытываю какое-то колоссальное удовольствие. Я какой-то стала обувной кукольный фетишист. В общем, конкретно в этой обуви мне нравятся вот эти выступающие рельефы с передней стороны и вверху по бокам, как будто они пушистенькие. Вот эти розовые босоножки мне нравятся меньше всего. Они сидят хорошо, но просто уж слишком это заезженный вариант на AliExpress. Следующая обувь очень необычная, это черные сандалики. Они также для стопы под каблук, и мне нравится, как выполнена танкетка с фигурным отверстием. Только, к сожалению, в одном месте вверху один ботинок порвался. Эти розовые босоножки безумно милые, босоножки для феечки, очень красивая бабочка с задней стороны, и они также подходят для кукол Барби со стопой под каблук. Сапожки, и внутри у них все-таки есть танкетка, так что они не подходят для кукол с плоской стопой, а только для кукол со стопой под каблучок. Ботинки сами по себе мне нравятся, у них с передней стороны имитация шнуровки, но, к сожалению, один грязный и очень явные черные пятна с задней стороны и на носике. Следующие босоножки очень красивые, нежные, они на высоком каблуке и кажутся просто малюсенькими. Они классно смотрятся на ножках куклы Барби со стопой под каблук, а на ножках куклы Барби Made to Move смотрятся довольно-таки странно, хотя по размеру ей подходит. И такой эффект обычно у всех туфелек, если с передней стороны они открыты и нет каких-то поясков. И последние туфельки настолько маленькие, что в них не влезает нога куклы Барби. То есть мы вставляем туда ножку со стопой под каблук, и с задней стороны торчит пяточка. Ну а с передней смотрится довольно-таки неплохо. Та же самая ситуация и с ножкой куклы Барби Made to Move. В общем, за 150 рублей мы получаем огромную кучу обуви, большая часть из которой годная. Поэтому я считаю, что этот лот классный, годный. Я думаю, что вы подберете для своих кукол новую обувочку и будете очень довольны. Аутфиты для кукол Monster High попросила проверить Катя Скайп. И здесь у меня костюмчик, кофточка и штаны и платье. Этот костюм стоил 94 рубля и доставка 44 рубля. Специально сейчас говорю отдельно, чтобы вы понимали, что если вы заказываете у одного продавца, то вам не нужно будет дважды платить за доставку. Если вот я заказала 2 набора, то я плачу 1 раз за доставку. Это платье, к сожалению, уже не в наличии, но оно стоило 123 рубля без учета доставки. Вдруг вы его еще увидите на AliExpress, и мой отзыв будет вам полезен. Вообще у этого продавца много всякой одежды, поэтому
посмотрите, может быть, вам что-то еще приглянется. По качеству все довольно-таки неплохо, вижу это уже с первого взгляда. Другое дело, что сам стиль опять-таки специфический, как и большинство аутфитов на Али для кукол Monster High. Здесь у нас вот такая укороченная кофточка, она вся такая пушистая и блестящая. Здесь такие вставки материала, как на мишуре для елки. С передней стороны кофточка с запахом и внизу серебристая тесемка с цветочком. На самом деле годная кофточка, мне нравится и очень даже милая. Я была с ней слишком строга с первого взгляда. И с задней стороны есть липучка. Даже внутри все выглядит довольно-таки добротно и аккуратно. А вот штаны, они такие широкие и напоминают мне трубы и все вот эти штаны, которые мы носили опять-таки в 2000-х. Но при всем при этом штанишки миленькие. Мне нравится, что они такого бежевого цвета, а строчка розовая и вверху как будто бы розовый шелковистый поясок. По бокам на штанах кармашки, один карман вверху. Карман-то настоящий, ребята, вот это удивление, не ожидала. А с другой стороны карман чуть ниже, на нем написано Lippy и изображена помада. Материал, кстати, на ощупь плотный, приятный. Внизу штанишки подшиты и с задней стороны на липучке. Топы, штанишки прямо-таки по размерчику куклам Ever After High и Monster High очень хорошо на них сидят. И ох уж, это заниженная талия и укороченный топ. Реально так было модно, когда мне было лет 14. Но в любом случае мне нравится, как смотрится этот костюмчик, очень миленький. Жаль, что платье уже не в наличии, потому что оно самое миловидное из всего, что я видела. Если я его найду когда-нибудь, то я обязательно добавлю ссылку на него в описании. Оно выполнено из мягкого, приятного на ощупь трикотажа. Принт очаровательный с разноцветными пастельными сердечками. Юбка короткая, двухслойная и пышненькая. Между слоями юбки вставка белого материала. Платье без лямок и вверху к лифу пришиты тесемочки, которые завязываются за шеей. С задней стороны платье на липучке. На кукле Monster High это платье сидит не в облипочку, что мне не очень нравится. Оно какое-то свободное и не по фигуре. На куколке Ever After High платье сидит лучше, но все равно вверху оно немножко топорщится. Раз платье такое широкое и тянется, я решила примерить его на Барби. И на кукле Барби оно смотрится как топик, а не платье. То есть оно супер короткое. На куколках Пулип и Блайс это платье тоже смотрится как кофточка и даже немножко похоже на купальник. Аутфиты для кукол годные, недорогие, особенно костюмчик хорошо подошел, так что можете приглядываться, у этого продавца может быть вам что-то понравится. Элли Долл и Владиславика Геймс, видимо, решили меня потроллить и попросили проверить беременную куклу за 474 рубля. Ну, а я в свою очередь решила, что в рубрику можно добавить немножко трешачка. Так что распаковываем. Вот такая миловидная дама, посмотрите, блондиночка. Лицо у нее даже довольно-таки симпатичное. Вверху волосы собраны в резиночку, сбоку тоже волосы в резиночку собраны. Ну, а под всей этой красотой, конечно же, чуток лысина, потому что это дешевая кукла с Алиэкспресса. Тут нечему удивляться. Халатик вполне себе такой беременный, с розочкой с передней стороны. По подолу платья идет рюша, она свободного кроя, как раз таки, чтобы вмещался животик, и с задней стороны оно даже на липучке. И вообще материал мягкий и довольно-таки приятный. Кстати, уже после того, как я заказала эту куклу, я нашла лот, где такие же куклы продаются всего лишь за 270 рублей, и там можно выбрать цвет халатика. Но перед тем, как мы приподнимем ей платье, давайте глянем еще на ее туфельки. Они красные, довольно-таки обычные, но они на каблуке. Вообще-то беременным вредно ходить на каблуке. Хотя, о чем я говорю, если под юбкой у нее выпадающий живот. Да, ребята, живот у нее совсем не держится, но я сейчас не об этом хотела говорить. Под юбкой у нее то-то-то-то-то. Вот такие супер странные, супер криповые ноги. Они очень тонкие, и расстояние между ногами в районе бедер просто километровые. Ну где вы видели такие худые ноги у беременных? Ну и даже если такие бывают, то это какая-то болезнь, это ненормально. Ноги палочки при этом сгибаются в коленях. Ну и, соответственно, в бедрах есть шарниры. Таким образом, кукла выглядит с задней стороны. Вот такая у нее попочка. Живот, как я уже сказала, постоянно падает, он очень плохо держится. И выглядит он тоже крипово, потому что он огромный, и он отличается по цвету от тела. У меня была в детстве беременная кукла. В принципе, беременной куклы, но никого не удивишь. И у моей куклы из детства был очень аккуратный беременный животик. Он откреплялся, доставался младенец, и после этого появлялся плоский живот, то есть он был на пружинке. И смотрелось все это очень аккуратно и мило, но не в этом случае. Когда мы снимаем живот, который и так очень плохо держится, он выглядит вот так с задней стороны, мы достаем ребенка из этой дырочки, и, собственно, на этом месте остается огромная дырень, просто зияющая дыра, пустое пространство, что выглядит крайне крипово, и мне кажется,
кажется, что это далеко не для детей зрелище. Малыш выполнен из резины, и все бы ничего, если бы он был цельный, а он состоит из двух частей, которые очень легко разобрать. Он еще крутится в области талии. При этом у него немножко окрашены волосы, глазки голубые, и он нам мило улыбается. Вообще, я никогда не осуждаю тех, кто покупает поддельных кукол и каких-то дешевых кукол с Алиэкспресс, но в данном случае это смотрится все очень крипово, ненатурально, стрёмно, но посмеяться можно. Я думаю, что этот обзор вызвал у вас улыбочку. По крайней мере, я очень смеялась, когда впервые увидела эту куклу, ее ноги и ее странный живот. Годно, али стрёмно. А сейчас я передам привет подписчику со съемок «Годно или стрёмно», и подписчика я выберу среди лайкнувших мою последнюю фоточку в инстаграме Days of Bears. Сонечка под ником Кошка сейчас получит мой привет. Сонечка, привет тебе со съемок «Годно или стрёмно». Сейчас тебе покажу какой-нибудь спойлер. Например, вот эту куклу. Неожиданно, правда? Это беременная кукла, это вот кукла, а это ее живот. Спасибо, что лайкаешь мои фотки. Соня улетел, приветик. Ну а вы подписывайтесь на мой инстаграм Days of Bears, пишите интересные комментарии, и, возможно, в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Это были все товары на сегодня. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное, улыбнулись вместе со мной на обзоре странной беременной куклы. И, как обычно, все ссылки есть в описании. Обязательно присылайте в комментарии ссылки на товары, которые вы хотите, чтобы я проверила в следующих выпусках. И поддерживайте лайками комментарии с товарами, которые вам тоже интересны, чтобы они выходили в топ. Покупайте своим куклам только годные товары, и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!